Друзья, всем привет, с вами Волрайн. А перед началом не забудьте поставить лайк и чисто по приколу написать комментарии, где и откуда вы, собственно, меня смотрите. Потому что алгоритмы Ютуба, они помогут распределять это видео по большей аудитории, и это поможет мне в продвижении моего канала. А это краткий пересказ сериала «Клан Сопрано», 3-й сезон, последняя, 13-я серия 3-го сезона. Приятного просмотра! После дикой хуерги, которую Джеки-младший натворил, его в итоге спрятали среди чернокожего квартала, но ненадолго, потому что он всех достал. Поле решил сдать свою мать в дом престарелых, но не в обычный, а там, где платят примерно 40 тысяч в месяц, это плюс-минус. Денег у него не хватает, он позвал Ральфи, потому что Ральфи должен ему денег за то, что тот сделал ему наводку. Но Ральфи не хочет платить, потому что ему плевать. Ральф подговорил того толстяка, чтобы он позвонил и сымитировал, типа, это звонит Тони. Чтобы как бы побольше разозлить и показать, что типа Тони с ним общается намного больше, чем с остальными. Джеки решил позвонить и прижаться к сиське самого как бы Тони, потому что он настолько сильно обосрался, что даже были жертвы. Но Тони шлет его нахер и говорит, что с ним дело никакое иметь больше не хочет. Фуриус, простреленный ногой и с налаженным стояком, кто смотрел предыдущую как бы серию, поймет, в чем прикол. Уступает место Ральфи в машине, потому что надо как бы Ральфи сообщить, что не ему, так Тони звонил Джеки-младший, который просил сиську помощи. И говорит: Ральфи, ты, конечно, поступай как знаешь, но поступай именно как ты знаешь, а не как, чтобы другие люди хотели, потому что это все-таки ты как бы долбишь его мать, а значит ты должен как бы решать и, собственно, эту проблему. После того, как Тони-младший вместе с дружком-пирожком как бы подделали экзамен и сдали одинаково на одинаковые баллы, даже одинаковый практически почерк, он решил поздравить как бы ихних родителей лично с тем, что скоро ребята пойдут в армию. Так как на прошлой криминальной игре был убит человек, криминальная структура непонятно куда движется. Это ФБРовцы как бы понимают. Им нужно больше информации. Информаторы информацию, собственно, не могут правильно как бы донести. И они решают закинуть свою удочку. Вызывают бабу, которая раньше не работала в какой-либо спецоперации, и говорят, чтобы она поменяла прическу. Джеки-младший, зная, что его хотят ёбнуть, решает погулять. Но тут толстячок, как я и говорил в первых сериях, будет двигаться дальше по карьерной лестнице и выбивает еблицо Джеки-младшему и выписывает его уже из истории навсегда. Ральфи думает, что сделал правильное решение, хотя толстячок сам по себе огорчен тому, что он сделал, но тем не менее теперь он о себе заявил. Тони чувствует какую-то херню, он либо не то что-то съел, либо что-то не то посмотрел, но настроение у него унылое, а тут ему позвонили, оказывается, надо приехать побыстрее домой. Тони-младший по приходу отца домой говорит, что он хочет стать наемником, которые запрещены на территории Российской Федерации, поэтому он просто тупо поедет в Украину воевать, как бы, скорее всего, с теми, кто будет для него враг. Как бы это решат уже те, кто будет ему платить деньги. А чтобы лучше разогреть его потенциал, его исключили из школы навсегда. Но больше Тони добивает еще то, что как бы Кармели позвонили и сказали, что Джеки-младший как бы потерял свое ебло и как бы он мертв. А потом то же самое решил как бы Тони-младший, на правах того, кого будут называть уже единственного как бы младшим, решил позвонить своей сестре и сказать, что как бы твоего ёбаря как бы убили и ему это особо не понравилось. Как обычно по традиции сериала, Тони сидит у своего психолога и говорит, что так и так, он делал для этого пиздюка все, и как бы все свидетели, что он хотел только лучшего, но его убили. И типа его убили черные, как бы в черном квартале. И никто не видел толстого, как бы, итальянца, который садился в машину в черном квартале. В общем-то, все сделано наркоманами. Зная, куда Тони-младший собирается, с ним решил встретиться лично Пила Крамер, который говорит, что когда он играл со своими жертвами, он не понимал, к чему это все приведет. К сиквелам, а потом говно к сиквелам. Поэтому тебе, паренек, надо подумать, что ты собираешься делать. Хочешь воевать? Давай, ты знаешь, что ты сдохнешь. Если Тони-младшему настроение унизили еще больше, то Адриане, нашей красавице, настроение подняла новая подружка, которую будем называть тупо Барби, потому что она агент ФБР, которая замаскирована максимально под тупорылую подружку тупой пизды.
Зная, что Тони-младший сдохнет на войне, он решил вырядиться как собственно, маленький игрушечный солдатик. Но это очень сильно не понравилось его отцу, потому что среди итальянцев такого позорища нету. Все хоронят мешок с говном, или Джеки-младший. И уже на его поминках его сестра начинает уже в открытую обвинять, что его бывшая, ее семья замешаны в убийстве ее брата. А Джонни Сек решает посетить любой уголок, где обязательно ходит Поли, потому что хочет завоевать его доверие. А для чего? Это вы увидите в следующих сериях. Он завоевывает доверие тем, что Кармайн, босс семьи, интересуется, как у него дела. Потому что самые большие интриги в сериале еще не настали.